Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре комбик для акустических гитар и для акустических инструментов A-Solo Acoustic от компании Lenny. Комбик у нас сегодня на обзоре мощный, 60 Вт, стоит 8-дюймовый динамик. Это классно, громко, можно играть и, например, где-нибудь на улице, вас все услышат. Кроме того, у него два канала сверху, да, по передней, по рабочей панели, так скажем, пройдемся. Два канала, но в отличие от большинства комбиков, где один из каналов такой подчиненный и немножко урезанный, здесь они абсолютно полностью независимые, полностью повторяют друг друга по функционалу, и это классно. Можно, например, играть в две гитары, и ни одна из гитар не будет урезана по эффектам. Не будет такого, что одна с ревером, вторая без, или что нельзя выставить разные эффекты. Например, хорус, который здесь, кстати, тоже есть. Так вот, приступаем. На обоих каналах комбинированный разъем Jack XLR. Соответственно, можно гитару подключить обычным джеком, микрофону чаще всего нужен XLR. Соответственно, можно XLR подключить микрофон. На каждом канале есть регулировка уровня громкости или гейна. Здесь это подписано level. Можно отдельно использовать, настроить средние частоты. Здесь это написано кнопочка Shape. Она немножко по-другому делает эквализацию средних частот. Трехполосный эквалайзер. Низа, средние и высокие частоты традиционно. Реверберация и хорус — это два эффекта, которые есть у этого комбика. И хорус, и реверберация настраиваются, соответственно, можно добавить эффектов по своему вкусу. Кроме того, есть антифидбэк и переключатель фазы для того, чтобы бороться с нежелательными свистами. Это очень полезно. Если что-то начинает заводиться, переключаете фазу, заводиться перестает. Супер. Общая ручка, общая громкость и последняя по порядку, но не по значению, кнопочка Mute. Очень часто, если ты подходишь близко к усилителю, комбик начинает фонить из-за того, что инструмент акустический. Здесь ты, условно, подбежал, быстро нажал, пока ничего не засвистело, сделал небольшие поправки к звуку, которые тебе нужны между песнями, отжал, отошел от комбика, ты, соответственно, волен настраивать так, как тебе нравится, даже когда изначально усилитель стоит на большой громкости. Почему я говорю о том, что это лучше, чем мастер-громкость? Мастер-громкость ты настроил один раз, и желательно ее не менять. А вот эти вот там доли миллиметра, на которые ты не довернул потом ручку громкости после того, как ты ее убрал в ноль, они могут, наверное, сыграть какое-то значение, и, ну, это как минимум не так удобно, как просто кнопочка Mute, которую нажал, ничего не слышно, классно, супер. Соответственно, отжимаем. И вот мы слышим звуки. Маленький дисклеймер. Вы сейчас слышите DI-выход, то есть выход с XLR. Это то, как будут слышать вас, например, со сцены. Потому что чаще всего комбик для акустической гитары используется музыкантами как мониторинг на сцене, а звук в зал забирается с XLR-выхода. Традиционно акустические комбики, так же как, например, бас-гитарные, не подзвучиваются микрофонами, потому что, в отличие от гитарных усилителей, здесь нам нужны абсолютно все частоты. Никакого среза по низам и верхам, как на электрогитаре, здесь не происходит. Соответственно, с XLR это более честный звук. Однако с микрофонами мы, конечно, еще все послушаем. Там, тем более, и у этого динамика есть маленькие фишечки, которые обязательно мы послушаем. Так вот, в данный момент звук абсолютно сухой, никакого ни хоруса, ни реверберации. Сейчас я понажимал кнопочку Shape, которая меняет эквализацию средних частот, и слышно, что в нажатом положении немножко серединка завалена в тех частотах, в которых обычно гитары с звукоснимателем относительно искусственно звучат, соответственно, с нажатой кнопочкой, ну, наверное, чуть-чуть приятнее.
Если у вас на контроллере у гитары, на предусилителе на гитаре есть параметрическая середина, так же, как у меня здесь, например, это не настолько важно, однако приятно, что такая функция все равно есть. Давайте послушаем обычный трехполосный эквалайзер, низы. В совсем убранном положении. Вот примерно так звучат. На мой вкус я бы их даже, видите, немножко меньше половины бы поставил, потому что они уж очень такие густые и насыщенные, что данной гитаре в данном помещении, наверное, не нужно, однако вашей может пригодиться. Средние частоты в каком диапазоне звучат? Средние частоты таком довольно широкой полосой срезаются и добавляются по ощущениям именно в том месте, в котором нужно акустике прорезать микс вместе с группой, если вы играете, что, по-моему, классно. Поэтому если одни и лирично поете под гитарку, то чуть-чуть срезаем серединку. Если внутри группы и нужно, чтобы чуть-чуть вас было лучше слышно, можно ее поддобавить. Высокий. Высокие частоты по ощущениям находятся ровно там, где у нас удар медиатора по струнам. Поэтому если хочется чуть-чуть больше перкуссии, то добавляем высокие частотки, и будет классно. Ревер и хорус довольно простые. Ревер чуть-чуть добавим. Такой, да, похожий на плейт эффект получается. Прекрасно звучит ревер. Мне очень нравится, когда реверберация буквально одной ручкой добавляется именно в тех объемах, в которых я бы ее хотел добавить сам, и по длине, и по, собственно, по самому размеру реверберации, самому размеру комнаты, которая добавляется. Здесь очень классно именно такой подходящий для акустики тембр у реверберации. Давайте ее сделаем поменьше. И добавим хорус. Хорус довольно смешно регулируется. Чтобы его отрегулировать, нужно зажать включение и повернуть ручку на необходимую нам количество. Давайте, чтобы его услышать, я утрированно поверну на максимум, переберу ревер и нажму, хорус должен появиться. Слышите, как его много, даже можно играть что-нибудь. Звучит довольно аутентичненько с таким количеством хоруса. Давайте его поставим в среднее положение. Что будет теперь? Классно, ну а хорус так буквально чуть-чуть звучит так. В комбинации с довольно объемным ревером получится, наверное, совсем классно.
То есть количество звуков, которых можно добиться с помощью всего лишь 2 эффектов, довольно велико, а главное, это самые, собственно, необходимые, подходящие для акустической гитары эффекты. Так, друзья, теперь мы поставили Shure SM57 перед 8-дюймовым динамиком и послушаем, как звучит этот комбо-усилитель, напрямую снятый микрофоном. Конечно, не супер достоверно, но максимально, насколько это возможно. Из интересного, связанного с этим динамиком, здесь есть 4 предустановленные настройки эквализации самого динамика. Такое, честно говоря, я встречаю впервые. Мне казалось, что эквализации канала достаточно. Здесь же пошли дальше. И есть, собственно, эквализация, настройки эквализации динамика. Первое — это то, что сейчас работает абсолютно ровное звучание. Следующая настройка, она переключается здесь на задней панельке кнопочкой маленькой. Соответственно, нажимаю на кнопочку, и поменялось что-то. Это похоже на что-то, что задирает немножко низкие частоты. Теперь следующая настройка — это такой скуп, то, что называется, или эквалайзер галочкой. Много высоких, много низких, мало средних. А следующее, соответственно, обратное положение, когда много средних, а все остальное убрано. Вернемся к нейтральной, я попробую попереключать, пока звучит аккорд. Мне кажется, это довольно прикольная и уникальная штука, которую я увидел, наверное, впервые в подобных усилителях. Мне кажется, очень полезная функция, потому что, например, допустим, вы играете в каком-то объемном холле, не знаю, в концертном зале, в котором чаще всего играет классическая музыка, или вы, например, играете с комбиком вместе с оркестром, который, соответственно, звучит акустически, вам нужно как-то влиться в звучание, соответственно, вы убираете низкие, высокие, подравниваете эквализацию именно самого динамика и встраиваете звучание немножко лучше, или наоборот, вам нужно пробиться, не знаю, через объем помещений, и тогда вы наваливаете низких и высоких. Короче, прикольно. Можно в многих ситуациях найти тот именно тембр, который вам нужен, и это делает, наверное, это предложение от компании Lanny довольно уникальным. Что еще, кроме всего прочего, здесь есть? Как я уже упоминал, мы начинали наш обзор, подключившись напрямую через выход XLR. У этого выхода XLR есть несколько опций настроек. Первое — это есть отрыв земли, так называемый. Если появляются какие-то фоны именно от наводки по электрической сети, то можно попробовать оторвать землю и посмотреть, будет ли продолжаться фон или нет. Есть также переключение, в каком конкретном месте внутри схематики усилителя находится этот самый DI-выход. Он может находиться как после эквализации, так и перед ней. Мы, соответственно, слушали после всех эквализаций и эффектов, чтобы было полноценное звучание. Есть, конечно же, у этого усилителя вход для внешних аудиоустройств. Это можно, например, использовать так. Можно через внешний выход для аудиоустройств подключить еще и клавиши. То есть можно придумать такую схему, что вы, например, в усилитель поете, играете на гитаре, а еще клавишник отдельно в него играет. Можно с помощью этого усилителя такой сделать маленький домашний репетиторий, ну или использовать его как какое-то концертное оборудование. Почему нет? Кроме всего прочего, есть еще и посыл-возврат, то есть send return этого усилителя. Если вы хотите добавить какие-то внешние эффекты, если у вас есть, не знаю, например, маленький рэк с компрессором и реверберацией, можно его вставить после эквалайзера и максимизировать, так сказать, получаемое звучание с помощью посыла-возврата.
Вот такой вот усилитель получился у компании Lenny. Если честно, не помню вообще, чтобы у нас на обзорах были от этой компании усилители, а уж тем более для акустических инструментов. И, по-моему, он довольно неплохо у них получился, собственно. Он относительно не тяжелый. Скажем, он весит не как ламповый комбик, он довольно легкий в этом плане. Компактный, маленький, громкий. И по звуку, и по функциям он очень даже интересный. Скажите нам в комментариях, как вам он понравился. И, конечно же, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь, оценивайте, там жмите колокольчик. Ну, вы и сами все знаете. До новых встреч! Эй, акустик. Эй, я знаю, что говорить, эй. Пишем, да? Ты хлопнул? Да, все. Мощность, помнишь, надо тебе это? Не, я сначала просто скажу, представлюсь. Хорошо, поехали.